Windows 11 на данный момент в кругах общественности является спорной системой. Кто-то любит, кто-то ненавидит, а кто-то ее вообще не пробовал спустя почти 5 лет после релиза и сидит на десятке. Хотя сколько я слежу за миром операционных систем, пользователи постоянно ругали последнюю версию какой-либо ОС и указывали на критичные, по их мнению, недочеты. И тут есть за что. Microsoft сообщила в 2025 году о том, что 30% кода уже пишет искусственный интеллект. Многим людям, что неудивительно, это не понравилось. Издание Windows Latest у себя провело тест запуска одного окна проводника и сделало вывод: проводник от Windows 11 медленнее, чем от десятки. На фоне всего этого я задумался. В 11 появилось огромное количество компонентов, которые построены буквально на веб-технологиях. Появился WinUI 3 и прочие новшества, которые на первый взгляд кажутся для меня очень красивыми. И мне стало очень любопытно узнать, как будет работать Windows 11, если все такие новшества убрать. Что из этого получится? Насколько глубоко это проникло в операционную систему? Насколько хороша эта идея? И обо всем этом узнаем прямо сейчас. Присаживайтесь поудобнее, заваривайте себе чай, будет очень интересно. И давайте все-таки изначально вспомним, а что было раньше? Было ли что-то подобное? Конечно, Windows содержала в себе множество компонентов, построенных с использованием веб-движка еще в эпоху Windows 98. Да и как раз эта версия системы предлагала пользователям максимальную интерактивность и юзер-френдли взаимодействие с тогда еще новым, процветающим интернетом. В Windows XP на нем построена текстовая версия знакомства с системой и первоначальная настройка. И если первое не так уж важно, то со вторым, сложно сказать. Очень сложно. Как минимум, в случае, если мы ставим систему с нуля, первоначальная настройка не будет засчитана. Но это же Windows XP. Система совершенно простая. Задаешь ей параметры, и она по ним беспрепятственно следует. Убрав все веб-компоненты из тамошнего OOBE, а это всякие HTML-файлики да подобная мишура, пользователь окажется на вечном стартовом экране с надписью «Пожалуйста, подождите». А открыв командную строку через Shift F10, мы создадим аккаунт самостоятельно, а убрав процесс msobe.exe, внезапно окажемся на экране приветствия и получим баг. Мы все еще будем от имени System, но при этом одновременно операционка будет сообщать, что мы сидим уже со своего аккаунта. Некоторые стандартные программы, кстати, от такого ломаются, поскольку System, как называемой учетной записи, не существует. В Windows Vista, казалось бы, наступила оттепель. Первоначальная настройка стала обычным приложением, появился Aira, туториал по системе был убран, а интернет-сервисы были либо опциональными, либо просто ярлычком ввели на сайт. Например, Windows Marketplace или Windows Live Messenger. Как в Vista, так и в семерке вовсю показывается красота графического интерфейса. Интеграция с вебом, как это было в 98-й, уходит на второй план. С приходом Windows 8 появился Modern UI, живые плитки, полноэкранный пуск, сенсорная адаптация и интернет-приколы. А первоначальная настройка снова стала использовать веб-элементы. Вот вам Skype, погода, главные новости дня и прочие сервисы MSN в одном меню. Подобное называлось Modern UI приложениями. Со временем это превратилось в UVP, и такие программы можно запускать как на ПК, так и на телефонах, которые работают на Windows Mobile. Однако жаль, что телефоны Microsoft не дожили до наших дней, учитывая их хорошую работу на откровенно слабом железе. Подобные приложения построены на веб-компонентах и являются дополнением к обычному API Windows Runtime. Можно создавать такие программы, используя как C++, так C# с помощью .NET XAML. Последний как раз используется для создания дизайна таким приложением. Главное отличие UVP от Win32 является потенциальный запуск и единый опыт использования на множестве типов устройств, будь то ПК или Xbox, телефон или планшет. В 2021 году UVP в привычном понимании объявляется устаревшим, и разработчикам презентуется Windows App SDK и WinUI 3, которые по сей день активно обновляются и используются в Windows 11. Мне, кстати, интересно спросить вас, зрителей, вы хоть раз пользовались Modern UVP приложениями в OS на постоянной основе? Если да, то удобны ли они вам? Напишите свое мнение в комментариях. Приложение параметры защитник не в счет.
Пока я тут рассказывал, в фоне уже установилась наша Windows 11, совершенно чистая, нетронутая. Ее интерфейс мне всегда казался прекрасным и отчасти инновационным, хотя первое время не мог привыкнуть к расположению кнопки «Пуск» по центру, да и многие дизайн Windows 11 сравнивали с macOS. Первая бета-версия содержала огромное количество забавных багов и недостающих функций, однако с 22H2, по моему мнению, все стало чутка лучше. По стандарту тут у нас есть и Copilot, и Xbox, и Teams, и виджеты с погодой и горячими темами, и магазин, и всякие базовые стандартные приложения по типу часов до фотографий. Как забавный факт, скажу одну интересную вещь. Некоторые приложения могут со стока сразу попросить обновления, причем это происходит даже в том случае, когда ПК ни разу не подключался к интернету. Такое чувство, что там есть своего рода тайм-бомба, где при прошествии периода выполняется попытка форсированного обновления приложения. Как это происходит на последних десятках, не знаю, но на 11-й сами видите. Использование всяких браузерных движков — это давняя тенденция. Например, фреймворк Electron, который позволяет делать полноценное приложение с использованием веб-технологий, и его использует огромное количество приложений. Самые яркие примеры — это Discord и Visual Studio Code. Сейчас же нашей главной задачей нужно будет найти такие компоненты, которые внутри себя имеют веб-движок, то есть Edge WebView 2, так как эти компоненты на нем как раз таки и работают. Internet Explorer, скажу сразу, мы не трогаем. А Microsoft Edge мы и так снесем, но официально удаление предоставляется только жителям Евросоюза в связи с требованиями их законодательства. Однако Edge — это еще не только веб-браузер. В системе существует Edge WebView, Cloud Experience Host, Windows Widgets, наконец. Давайте обо всем по порядку. Сейчас мы скачаем Process Explorer с официального сайта Microsoft для просмотра текущего списка открытых программ и анализа запускаемых процессов при определенных ситуациях. Процесс удаления веб-частей из Windows 11 будем делить на две части. В первой будет сам Microsoft Edge и его связанные компоненты, а во второй уже будут прочие зависимости, которые хоть как-то связываются с интернетом. В процесс-хакере, как можно заметить, есть огромное количество процессов, которые содержат в себе неоднократно запущенную копию WebView. При этом, еще раз напомню, что Edge из системы удалить целиком не предоставляется возможным, и есть только фича его восстановления. Даже если ты живешь в Евросоюзе, ты удалишь только сам браузер, а не все его зависимости. OneDrive и Teams являются более щадящими и вообще дополнительными компонентами, они никак не привязаны к системе корнями и их по желанию можно снести. Сам Edge находится по этому пути, и просто кинуть в корзину такое не выйдет. Нам нужно загрузиться в портативную Windows, а точнее Windows PE. Изначальной целью для Windows PE является установка, восстановление уже существующей винды и устранение неполадок. Однако благодаря гибкости такой версии, люди начали создавать свои сборники с кучей портативных инструментов для своих нужд, восстановление накопителей и работы с их разделами, редактирование установленной системы, резервные копии и другие не менее полезные утилиты. Ставьте 5000 лайков и подписывайтесь на канал, если хотите видеть ролик о создании собственной портативной системы на флешку. А здесь же нам не будет никаких преград удалить данные папки. После этих танцев с бубном и эльфийской магией наша винда, что удивительно, все еще запускается. Я, честно говоря, думал, что она сломается с первого раза. Мы совершенно спокойно попадаем на рабочий стол. Как видим, Edge был успешно удален, а в Microsoft Store он считается как установленный продукт. И это может быть ненадолго, потому что в любой момент OS в фоне внезапно начнет заниматься процессом восстановления Edge и всех зависимостей с помощью интернета. Мы поймали такой феномен за кадром. Открыв тот же Copilot, мы сталкиваемся с бесконечной подготовкой к работе, а через процесс-хакер видно, что приложение ничего не делает. Открыв Teams, нам сразу скажут об острой необходимости с позволения юзера скачать WebView для начала работы. При этом поиск, как офлайн, так и веб, фотографии и прочие UVP-приложения работают совершенно исправно. Что самое забавное здесь, так это поведение Outlook. При показе окна пользователю сообщается, что при нажатии кнопки ОК будут установлены не скачаны, а прям уже пойдет установка всех необходимых зависимостей, иначе никакого Outlook. Сервис MSN скачивает обновления со стора, но все так же требует WebView.
Далее рассказывать нет смысла, можно идти чуть выше. Настал момент удалить буквально все, что содержит веб-технологии, и отличное время рассказать различия между двумя папками – Windows Apps и System Apps. В первой папке, находящейся в Program Files, хранятся UWP-приложения как из MS Store, так и стандартные. Во второй, уже из папки Windows, находятся приложения первой необходимости, параметры, библиотеки выполнения, OOBE и экран блокировки. И да, экран блокировки — это тоже, по своей сути, UWP-приложение. На этот раз у нас в корзину попадут Cloud Experience Host, Win32 WebView, виджеты как платформа и мелкие пакеты по типу Core AI. Часть из них находится в System Apps, другая — в Windows Apps. Способ удаления аналогичен. Кстати, забавный факт. Некоторые файлы не удаляются даже из-под Windows PE из-за особенностей прав доступа к этим объектам. Поменять здесь не получится, так как автор демонстрируемого образа PE немного забыл подкинуть нужную DLL-ку. Ну а с кем не бывает. Затем, после перезапуска, ОС снова на первый взгляд кажется абсолютно целой. Paint открывается, обычные программы и подобные UWP-приложения тоже. Как можно еще заметить, у нас больше нет никаких виджетов слева на панели задач, а поиск просто отказывается работать. Не то чтобы работать, даже запускаться! Как кнопкой, так и триггером в виде набора текста в поисковую строку в пуске. Текст вообще не набирается, я нажимаю, а пуск думает, что им управляют с клавиатуры. И фишки в приложениях не работают, а синхронизация с аккаунтом недоступна. Нажатие этих кнопок дает либо вылет, либо ничего, чего бы вы только не делали с ней. Реакций не будет. Microsoft Store здесь работает, но он уже не осилит скачивание обновлений. Самое интересное начинается после нажатия правой кнопки мыши по рабочему столу. А новый дизайн внезапно куда-то убежал? Как и Windows Spotlight, который предлагает нам фоны рабочего стола из Bing. Ныне там просто черный фон, но кэш зарешал, хотя уже не важно. И теперь самое главное для меня, а будет ли работать вход через Microsoft? И я вас огорчу, хотя, наверное, это будет неудивительно для некоторых, но нет, не будет, поскольку это является частью Cloud Experience Host, который после нашей магии вне Хогвартса был удален. Это также может повлиять на вход в аккаунт Microsoft в сторонних приложениях. Окошко с ним просто моргает. Также, за кадром, проводник по каким-то невероятным причинам может чутка выдать прикол. Невозможность показа интерфейса. Спешу сообщить, что все кнопки кликабельны и их команды выполняются. Вот такие пироги. И раз уж так сложились наши карты, можно даже в качестве бонуса удалить вот эту папку. Да, это XAML. Интересно увидеть, насколько уже UWP проник в систему и важен для нее. Прекрасно, что в Windows 11 есть как x64 версия XAML, так и x86. Хотя ладно, набирая в поиске CUView, можно увидеть забавный пункт. Посмотрите, какая у вас 32-разрядная или 64-разрядная версия Windows. Выбираем, удаляем, убегаем. Балдеж. ОС не запросила восстановления, а вот после входа начинается настоящее веселье. Проводник начинает циклично перезагружаться из-за проблем с панелью задач. Рабочим столом, следовательно, пользоваться невозможно. Диспетчер задач внезапно стал старым. Приложение параметры не проходит инициализацию. Наверное, должно быть понятно почему. При этом Paint работает, что подтверждает факт, что это просто приложение Win32 с натянутым новым дизайном. Если изучить данные Process Explorer, то видно, что происходит бесконечный запуск файла shellhost.exe. Старая панель управления работает, но если вы нажмете на элемент, в котором содержится перенаправление на новые параметры, оно просто зависнет наглухо. Контроль учетных записей не работает, поскольку окно повышения прав тоже построено на UWP, а это значит, что проверку целостности системных файлов мы запросить уже не сможем. Командная строка работает, спасибо и на этом. Что можно сказать в итоге? Мало того, что удаление таких компонентов не несет в себе какую-либо пользу, так еще из-за глубины интеграции может доставить нам кучу проблем при работе с самой системой. И сделать, что забавно, некоторые откаты в ней. Удивило ли меня такое количество системных зависимостей? Нет. Удивился ли я тому, что винда осталась цела?
Да, это очень круто, когда такое никаким образом не разрушает целостность операционной системы, и она может кое-как работать, да справляться со своими задачами. Разумеется, в меру, конечно же. Браузер можно поставить свой, другой софт практически не страдает. Именно практически, ведь вероятность наткнуться на конфуз при таких условиях все-таки повышается. А установка сторонних программ, в принципе, не нарушена. А что вы думаете об этом? Пишите в комментариях. Это видео я хочу завершить очень необычно. Есть такая интересная дата – 15 декабря. В этот день отмечают День чая, Ночь валяния под лавкой и другие профессиональные праздники. Но еще в этот день, ровно 10 лет назад, я создал свой собственный канал под названием Даниэль Мыслевец, который изначально назывался просто как Даниэль. За все это время выпуска новых творений и прикольных экспериментов на меня подписалось более 130 тысяч человек. 130 тысяч людей, которым, на удивление, я оказался не безразличен и интересен. За этот год мы рассмотрели историю Windows 95, кое-как с развлечением изучили работу на 775-м сокете в 2025 году, высказали ноту непонимания к Windows 365, посмотрели на пародийные Linux дистрибутивы и сделали очень многое. А что мы сделали за 10 лет? Даже описать тяжело. Бывали моменты, когда нас могли неправильно понимать, а внутренние эксперименты с контентом шли не должным образом, как хотелось бы. Высказывали недочеты и указывали нам на ошибки. Мы никогда не были против такого, всегда рад читать комментарии. И приношу извинения, если я делаю видео не так часто. Хочу передать всем огромные слова благодарности за то, что вы смотрите данный канал и интересуетесь моими видео. А те, кто меня видит впервые, приятно познакомиться. А огромное спасибо всем, кто подписывается, высказывает свое мнение и ставит оценки, не любит шортс или наоборот обожает их, поддерживает канал материально, сотрудничает со мной, делится моими видео и в целом делает канал лучше. А я, в свою очередь, стараюсь улучшаться, пробовать новое и заниматься любимым делом. Снимать. Как серьезно, так и в шутку. Ведь вместе всегда интереснее.